Один мужчина пилил дерево на даче, перепилил провод, и его сразу же убило током. Другой мужчина косил триммером траву, перебил провод. Третий мужчина пилил лобзиком доску, перерезал провод. Так как же погибли все эти люди? С пилой, с лобзиком и с триммером. Все очень просто. Посмотрите сюда. Инструмент перерезал провод в нескольких местах. Этот провод касался потом металлических частей инструмента, и потенциал появлялся либо на инструменте, который был влажный, либо на земле, через какие-то увлажненные части, например, через дерево или через металл. А у триммера вообще много металлических частей. И ток шел через человека, как сейчас вы видите на экране. Человек не мог освободиться от действия тока, падал и погибал. В каждом случае у каждого был свой путь тока. Люди погибали. И самое главное, заземление в этом случае не спасает. Просто заземление без ничего, оно не является мерой защиты. А вот что является мерой защиты, я вам сейчас расскажу и покажу на примере Леонида Петровича. И снова наш Леонид Петрович будет под напряжением. У нас сегодня есть двухпроводная сеть, вы видите вилку без всяких заземлений. Я ее включаю в удлинитель, этот удлинитель отключен. Мы его будем включать и отключать. Вот только два провода, фаза и ноль. Фазой мы будем касаться руки Петровича. Это будет имитация того, что у нас электроинструмент замкнул на тело человека. Давайте сразу же приступим к опытам. Проверяем, что отключен наш выключатель. И сейчас оголяем фазу. Вот она. Клеммник Вага держу в руке. Я должен быть надежно изолирован от земли. А теперь я подаю напряжение. И все внимание на Петровича. Смотрите, вот он перебил электроинструмент. И через цепь, через инструмент ему попадает ток на руку. Посмотрите, светятся глаза красным. Видно, как горит спираль. Ток идет через тело человека, и даже идет дым с нашего резистора, потому что здесь прямо перегрузка. Если мы включим так, мы тоже видим, как дымит наш резистор, потому что идет очень большой ток. Я не буду перегревать нашего Петровича. Но вы видите, что вот когда одна фаза человека, стоящего на земле, может убить, при этом может быть в доме заземление. И вы видите как раз, как нога Петровича соединена желтым проводом с заземленной частью. Это говорит о том, что он надежно стоит на земле. И даже если у вас в доме вбито заземление, просто заземление, если у вас есть в доме, это не спасет вас ни в частном доме, ни на даче. Само заземление не решает вопрос безопасности без специальных приборов. И вы уже догадались, каких. Можете поставить видео на паузу и написать комментарий, что за прибор я сейчас возьму в руки. И, конечно же, нашим защитным аппаратом будет УЗО, устройство защитного отключения. Вы видите, что к нему подходит два провода, только нейтраль и фаза. И вот эти два провода от нашей вилки я надеваю как раз на эти вот проводники. Мы подаем сюда фазу. У нас пока схема отключена, я это делаю без напряжения. И подаем нейтраль. Видите, это обычная двухпроводная сеть, как на дачах. Всего лишь два провода. Нету нигде никакого желто-зеленого проводника. А с УЗО при этом выходит только фаза. И сейчас вы будете наблюдать уникальный опыт, которого не было в интернете еще никогда в жизни. Итак, смотрите. Я включаю УЗО, подаю напряжение. И сейчас буду фазой дотрагиваться до руки Петровича. Нужно будет очень внимательно смотреть и потом на замедленной съемке обратить внимание на его глаза. Итак, я подношу фазу. Мы видим, что происходит мгновенное отключение. Давайте повторим, чтобы записать внимательно его глаза. Итак, УЗО взведено. Подносим фазу к руке. И мы видим, как УЗО отключает. О чем это говорит? Это говорит о том, что когда ток проходит через УЗО, УЗО фиксирует утечку тока на землю. И этот ток идет только по одному проводнику, то есть по фазе. А теперь вы увидите прям смертельный номер. У нас сейчас снято напряжение, и я отключаю нейтральный проводник. У нас УЗО подключено вообще одним проводом. Только один провод. Нейтраль вообще не подключена. И сейчас я точно так же взвожу УЗО, подаю напряжение
И мы видим, что только фаза проходит через УЗО. И проверим, сработает или нет. А вот прямо сейчас снова поставьте видео на паузу и напишите ваш ответ. Сработает ли сейчас УЗО? Давайте проверять. Сработало. А что это значит? Почему УЗО сработало, когда у нас подключена только одна фаза? Это электромеханическое УЗО, которое не требует питания. Оно срабатывает, когда просто ток идет по одному из его полюсов на дифференциал токов, независимо от питания. У него внутри схема электромеханическая. Про УЗО подробно я рассказал в своем видео. Вот ссылка на него здесь в описании. И вот как раз у меня в руках вот это самое надежное электромеханическое УЗО, которое не требует питания. У него нет электронной схемы внутри. Оно защитит вас тогда, даже когда оборвался ноль. И только фаза злобная и опасная осталась, которая приходит к вам на участок через ваш электроинструмент и готова вас убить. Но это УЗО в любом случае возьмет и спасет вас, даже когда у вас оборвался ноль. Еще одна серьезная опасность дачников и жителей частных домов – это ландшафтные светильники. Посмотрите, вот один из таких светильников. У меня их целый ряд, 70 метров. Это 32 светильника. Еще будет у меня больше, будет 45. И мы сейчас проверим, какой ток замыкания будет в самом последнем светильнике в этом последовательном ряду. И также, если мы возьмем фазу из этого светильника, замкнем на землю, сработает ли УЗО в самом начале этой группы. Но прежде чем мы проверим наши ландшафтные светильники, давайте переместимся в лабораторию Энерголикбез и быстренько проверим его с помощью приборов. Так ли оно будет быстро и надежно отключать наши токи утечки по всем параметрам, которым должно соответствовать УЗО тип А. И самое главное, как оно будет реагировать на импульсный ток. Мне вот это интересно, и вам тоже. Мы находимся в лаборатории, где у нас прибор ПЗО 500 Pro. Давайте включим его сразу. И будем испытывать наше УЗО, которое защищало Леонида Петровича на улице. Сейчас мы его испытаем во всех возможных режимах. Это УЗО не требует питания, поэтому подключено только двумя проводами на один полюс. Можно на левый, можно на правый, без разницы. Это называется автономный режим испытания, только для УЗО электромеханического типа. И поскольку УЗО тип А, мы будем испытывать его не только на кривой переменного тока, но и пульсирующего. И начинаем. УЗО 30 мА. Испытываем его на ток отключения. Он должен находиться в пределах от 15 до 30 мА. Подаем испытательное напряжение. 24 мА. Отличный результат. Теперь сразу же на этом испытании мы пробуем изменить форму кривой тока. Для этого мы включаем пульсирующий постоянный ток и пробуем испытывать на ток отключения. 30 мА ровно вписался в диапазон. Также прошу обратить внимание, при отключении срабатывает красный флажок. Если просто включать-отключать это УЗО, то будет просто белый флажок. Красный флажок говорит именно о срабатывании потока утечки. При ручном отключении этот красный флажок не выбрасывается. Очень удобно для визуального контроля электрощита. А теперь мы должны проверить время отключения, за какое время это УЗО сработает. Норма времени до 300 миллисекунд. Переключаем на измерение времени. Единичное время ровная синусоида. Включаем наше УЗО и стартуем. 25 миллисекунд. Отличный результат. До 300 миллисекунд укладывается. А теперь самое интересное испытание – это испытание половинным током. Половинный ток – это 15 мА. При половинном токе УЗО не должно сработать. Это его регламентная работа. При 15 мА не срабатывать. Прибор пишет «нет УЗО», что соответствует его несработке. Отлично, это все по регламенту. А из конструктивных особенностей у него сверху и снизу шина форк подключается, а также, посмотрите, у него на корпусе ни одной заклепки. У него литая сборная конструкция, как у промышленных автоматов. Он скручивается на винтах из двух половин. Со второй стороны тоже нет заклепок. Это УЗО собрано на винтах из двух половин, как промышленные автоматы. Надежный высокоточный прибор, который способен защищать жизни людей. Вот таким образом мы испытали это УЗО.
Есть еще один опыт, про который спрашивали многие люди. На этом УЗО написано 25 ампер. А что, если его нагрузить током 30 ампер? Как сильно оно нагреется? И у меня есть такая возможность. Давайте сейчас подключим к нему испытательную установку и пропустим ток 30 ампер. Будем измерять его температуру с помощью термопары и следить тепловизором. Сильно ли нагреется оно, например, за 5 минут. Мы включаем режим ограничения, длительный режим. У нас все включено. Вот это вот термопара, который мы будем проверять, разные точки. И у нас есть тепловизор, которым мы будем смотреть на это УЗО. И сейчас мы запускаем нашу установку. 37 ампер, а это УЗО на 25 ампер. Ну что, попробуем? Пошел ток. Будем смотреть, как греется наш аппарат. Пока на экране тепловизора никаких отметин. Так, мы видим, как нагревается наш провод перемычки. Так, значит, надо посмотреть здесь термопарой, какая температура вот в этой точке. Под 40 градусов у нас здесь. Даже тепловизор показывает, что больше всего пока греется перемычка. Значит, здесь вот не самый лучший контакт. Само же УЗО холодное. И только вот греется вот эта вот перемычка, которой я соединил два полюса УЗО, чтобы оно не срабатывало от диф-защиты. Вот здесь вот похуже контакт, он греется. Но это только контакт. А мы видим, что само УЗО не нагревается. И может на этих 40 амперах работать довольно долгое время. Но мы же подержим немножко. Прошло уже 5 минут, и мы видим, что само УЗО не нагревается. Нагревается только зона моего плохого контакта. Поэтому будем сейчас выключать наше УЗО и констатировать факт, что оно хорошо выдерживает токи выше 25 ампер. В нашей лаборатории мы убедились, что УЗО Чинт соответствует всем заявленным характеристикам и надежно будет спасать жизни. Допустим, Петрович не применил аппаратов защиты, его ударило током, его увозят на скорой, и он попадает в больницу. Беднягу кладут на стол, включают дефибриллятор, и тут вдруг в больнице пропадает напряжение. И здесь его уже будет спасать не защита, а автоматика, про которую я вам сейчас расскажу. Я обещал сделать видео про автоматику энергосистем, но сегодня я конкретно расскажу, что еще спасает жизни, кроме защиты. Самая основная автоматика – автоматический ввод резерва. И оказывается, среди множества контроллеров ИВР есть наиболее перспективная, которая сейчас у меня в руках. Как работает ИВР? При пропадании основного питания включается резервный выключатель. Но здесь есть много нюансов. Схемы АВР бывают от самых простейших на контакторах, которые вы сейчас видите. Там минимум настроек, минимум электроники, одни реле. Трудно настроить что-либо. Или переконфигурировать. Нужно полностью менять схему. Схема на автоматических выключателях вместе с моторным приводом более совершенно, уже можно кое-что настроить, но она медлительная. А нужно, чтобы было все в одном. И сейчас я вам раскрою небольшую тайну. Ведь включение резерва – это не просто подать сигнал на включение резервного выключателя. Это может быть два резервных выключателя, два генератора, либо другая линия. И все это надо уметь гибко контролировать, настраивать и подавать сигналы. И это умеют только новейшие системы. И я сейчас держу в руках систему, которая установлена, вы не поверите где. На каждой станции метрополитена Эр-Рияда, столица Саудовской Аравии. А в Саудовской Аравии, я вам скажу по секрету, щепетильно относятся к надежности электроснабжения, особенно в метро. В чем фишка этого блока? Это L800, что его поставили аж в метро Эр-Рияда. А в том, что он максимально гибкий по настройкам. Здесь можно настроить схему как на два ввода, так и на ввод с секционным выключателем. Контролировать все параметры, которые только есть, и даже синхронизм между основным источником и резервным. Можно выбирать и настраивать типы исполнительных коммутационных аппаратов. Это могут быть контакторы, автоматы, все что угодно. В любой другой схеме АВР придется переконфигурировать схему, а здесь всего лишь зайти в меню и поменять настройки. Все. Можно настраивать свои аварийные сигналы, логику, ступенчатый запуск нагрузки и особые сценарии, например, во время пожара, когда в первую очередь нужно включить пожарные насосы. И сейчас я покажу особую фишку, которая есть в этом контроллере. Как работает ИВР? У нас пропадает основное питание. И, конечно же, происходит переключение на резерв. В целом, вся больница один раз моргнула.
А потом у нас через некоторое время возвращается питание на линии. И тут, внимание, смотрим вот сюда, что происходит. Эта штука контролирует синхронизм, потом параллельно включает два ввода и отключает резерв. То есть возврат происходит бесшовно, ничего уже не моргает. А вот для этого здесь и предусмотрены контроли синхронизма, синхроноскопы, которые улавливают, когда напряжение выравнивается и векторы сходятся, именно тогда в этот промежуток происходит параллельное включение резерва и основного источника. Вторая фишка, смотрите, вот эти два маленьких блочка, это тоже расширение. Это AVR для AVR, то есть сам вот этот модуль имеет питание как от основной линии, так и от резервной, и третье питание от аккумулятора. Но кроме того, что это модуль AVR, это еще измеритель всего и вся, а также агрегатор всех этих измеренных значений. И он может связываться с миром и с другими устройствами по куче интерфейсов. RS485, 232, по протоколам Modbus, Profibus, а также подключаться по Wi-Fi и NFC. Ну а если вам нужна еще более навороченная версия, то существует модификация ATL900, где сразу 3 ввода питания. Это более сложная логика, но такие устройства существуют. И все-таки, если Петрович попадет в больницу, где оборудовано электроснабжение и ввод резерва с помощью вот такого контроллера, он точно выживет. Так что не только УЗО и автоматы спасают, но еще могут спасать всякие устройства автоматики. Два основных вопроса. Сможет ли отключить ток короткого замыкания такой длинной линии автомат? И сработает ли УЗО, если кто-то коротнет при замене лампочки фазу на землю? В этом нам будет помогать вот такая вот лампочка, которая стала испытательным патроном. И, конечно же, прибор IFN-300, который измерит сопротивление петли фаза 0. Давайте расчехлять приборы. Так я вывел из патрона фазу 0, подключил к нейтрали синий вывод, а к фазе красный вывод прибора IFN-300. И сейчас пойду включу все свои лампы. Сюда придет напряжение, мы нажмем эту кнопку и узнаем, какой ток замыкания в самом последнем патроне. Сможет ли выключатель C16 отключить этот ток замыкания своим электромагнитным расцепителем. Мы видим, что все лампы светятся, и значит, у нас есть напряжение в нашей испытательной зоне. Загружается прибор, есть напряжение, включаем измерение. О боги, я сам не ожидал. 3 Ома, 71 ампер. А это значит, что при отключении этого тока автоматом C16 не произойдет отключение электромагнитным расцепителем, а будет отключаться тепловой расцепитель. И значит, может произойти повреждение проводов. Я буду ставить вместо C16 туда B10. Чему нас должен научить этот опыт по измерению сопротивления петли фаза 0 в конце длинной линии светильников, ваших ландшафтных, газонных, которые питаются сети 220 вольт, а тому, что нужно обязательно проверить эту петлю фаза 0 в конце всей вашей линии светильников. Тут может быть очень высокое сопротивление и при этом низкий ток замыкания. И под этот ток нужно подобрать аппарат защиты, который будет защищать ваши ландшафтные светильники. Иначе при замыкании водичкой последнего произойдет повреждение провода и, возможно, пожар, если у вас там какие-нибудь деревянные конструкции, сухая трава или еще что-нибудь есть рядом. При этом, прошу заметить, ребята, когда я монтировал эти светильники, я делал неразрывные соединения. Мало кто так делает. В основном все монтажники разрезают провод и опрессовывают его. И получается просто тьма тьмущая, много разрывных соединений. То есть это соединение контактное. Я же сгибал провод, и этот провод опрессовывал, то есть к нему припрессовывал просто отпайку на саму лампочку, на сам патрон. Учтите этот момент, когда будете выбирать защиту для своих светильников ландшафтного освещения. Вот фаза выведена наружу. Вот Леонид Петрович. Его нога заземлена. По факту он стоит на земле. И сейчас мы проверим, отключит ли УЗО всю линию светильника 70 метров длиной, если человек, стоя на земле, дотронется рукой до фазы последнего светильника при замене лампы. Случайно всунул руку в патрон. Итак, он подносит свою руку, смотрим внимательно в его честные глаза.
Мы видим, как глаза его моргнули и вырубился свет. А теперь напишите в комментарии, почему в данном конкретном случае длина линии стала критична для работы автоматического выключателя с электромагнитным расцепителем, а для УЗО не критична. То есть какая бы длинная линия ни была, если идет ток утечки, УЗО отключает. А вот с автоматом не все так просто. Если вы смотрели все мои видео и про петлю Фазано или про УЗО, вы правильно ответите на эти вопросы. Есть еще один замечательный способ спасти жизни ваших родных и близких без реконструкции электрощита. То есть любой человек, дизайнер, художник, программист возьмет в руки вот это УЗО, которое я вам сейчас покажу, и сможет реконструировать свою сеть без знания электромонтажа. Наш дачник Петрович стоит на земле. Это двухпроводная сеть. Здесь нет никакого заземления. Дачник стоит на земле голыми ногами. Вот фаза, которая попадает к нему на тело. Вот она, на электроприборе или еще где-то. Смотрите, все, через него идет ток. У него прям глаза красным горят, через него валит страшный ток. И поможет ли, например, вот такое УЗО, если его включить в двухпроводную сеть, никакого заземления здесь нет, оно тоже ни к какому заземлению не подключается. Мы просто сейчас подключим через вот это УЗО в розетку. Подаем напряжение, нажимаем кнопку «Сброс», запускаем УЗО, оно горит красным. И теперь аккуратно фазу подаем на руку Петровича. Видите, УЗО сразу же срабатывает и не успевают загореться глаза. Давайте попробуем еще раз. Запускаем УЗО. И внимание на глаза. Успевают ли они загореться? Даже не успевают моргнуть. Отключают мгновенно. Я уверен, посмотрев это видео, многие станут жить более безопасно. А также вы сможете спасти жизни ваших родителей, знакомых, родственников, просто порекомендовав им посмотреть это видео. Или приедьте на дачу, в деревню и установите эти УЗО, про которые я вам рассказывал. И не забудьте поделиться этим видео, поставить лайк и порекомендовать всем знакомым и друзьям. С вами был Мальков Александр, Энерголикбез. Увидимся.